Майон бунта кумуста, гайс, что значит доброе утро, как дела, ребята? Когда я только собирался ехать на Филиппины, я пересмотрел кучу блогеров, чтобы понять, какой минимальный бюджет мне будет нужен, чтобы снимать жилье и покупать продукты. Хотел понять, потянули я или нет. И у каждого блогера была своя история, свои ценники. Я не скажу, что кто-то где-то ошибался, просто у каждого своя история. Сейчас я могу сделать свою историю на основе своего опыта. В этом ролике я хочу показать, как найти самое дешевое жилье. Я покажу лайфхак, как пользоваться Facebook Marketplace, чтобы снять жилье. А также сделаю обзор самого дешевого жилья, которое я только смог найти здесь. Так называемого бомж-жилья. На Facebook Marketplace я нашел несколько объявлений самого дешевого жилья. Списался с хозяевами, назначил встречу, сел на велосипед и поехал посмотреть. It's a 3 rooms here. Ah, that one. Okay, okay. Пустая комната, туалет, душ. Туалет, душ. Маленькая кухонка. Electricity and water you have excluded. You excluded. Want to pay the electricity. Yeah, but you have a meter, right? Yeah, this is a sub-meter. For water and for electricity. Meter also, water has also a meter. Okay. And you... We don't want to read the sub-meter. Huh? The electricity. Okay. How much usually for electricity, if just electric fan, laptop, light? The estimate? Just approximately. If you Like don't other need electric fan, no refrigerator. Refrigerator also. Like I think 500, 700, like that? something like that, because it's around 11 to 12 pesos per kilowatt hour. Oh. And what is it? Is it internet? I No? think the other previous rate So internet connection, but it's cut already. it's just wire, but it's cut, right? You have also other apartments for rent? Where Alex is content, but Посмотрел комнату за 4000, пустая комната, немножко затхлая, в ней ничего нету, придется докупать кровать, холодильник и все остальное, кухонные причиндалы. Три апартамента на территории, то есть двое соседей будут, немножко тесновато. Да, но за такие деньги что поделать, 4000 всего, это где-то $80. Они попросили 1 месяц вперед и 1 месяц депозит. То есть за первый месяц придется заплатить 8000, не 4. Но депозит возвратный, то есть после съезда они его вернут, если ничего не сломаем. Район хороший, тут прям недалеко до самого большого мола, до Робинсон мола, и недалеко до пляжа. Сейчас доеду до пляжа, посмотрю, какой здесь пляж, недалеко от этой квартиры, недалеко от этой комнаты маленькой. Хозяин сказал, в 300 метрах пляж. Да, недалеко до пляжиков. Маленький, но вполне купабельный. Ну, не 300 метров, наверное, метров 600 до пляжа. Я бы в таких апартаментах, наверное, жить не стал, но мы же говорим про бомж-бюджет, поэтому за 4000 чтобы нет. Сегодня попозже поеду посмотрю другие апартаменты за 4000, только ближе к горам.
Блять, и здесь это дерьмо нарисовали. Ага, похоже, вот это жилье. Да, похоже оно. Никого нету, сказали. Комнату номер 9 открыть. Ай, собака. Зашел в 9 номер, никого нету. Тетя сказала в чате: заходи, смотри. А она не смогла приехать. Так, маленькая комната. А вот еще одна комната. Ни мебели, нифига нету. Туалет. Туалет. Вода есть. Унитаз без смывашки. Тут что? А, это Dirty Kitchen. Такая вот типа кухни. Да уж. Ну, бомж-жилье, но есть бомж-жилье. Ни окон, ни дверей, да? Окон нету. Такое себе. И поменьше, чем первая комната, да, намного меньше. Ну, за счет того, что здесь перегородка на 2 стоит. Зачем это надо, не ясно. Восемь комнат получается. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Нет, 10. 10 квартир получается в комплексе таких вот крохотулечек. Ну, еще одно бомж-жилье. Такое себе тоже комната, без окон, без дверей. Ничего в ней нету. Свет отдельно, вода отдельно. Тоже 4000 песо. Комплекс из 10 квартир. Но район так себе. Где-то 7 километров до центра города отсюда. Но зато повыше в горах. Вот здесь, наверное, будет попрохладнее немножко. Я не знаю, если выбирать между первой квартирой и второй, наверное, первая. Там хоть море рядом. И там, по-моему, немножко побольше места. И окошко там есть. Заеду к своему знакомому австралийцу Алану, посмотрю его апартаменты подороже и нормального качества. Потому что они здесь недалеко. Чтоб не заехать к товарищу в гости. Приехал в гости к своему другу Алану. У них здесь 1, 2, 3, 4 апартаментов. Снимает он за 10. Конечно, не бомж-жилье, так, для сравнения. Большая студия, длинный коридор, кухня. Alan, all furnishes you buy, right? It was empty. Everything was empty before. Yes. Yes, we just not furnished. Окей. В общем, вся мебель его. Он снимает за 10. Здесь тоже было все пусто. Задний дворик, где можно постираться. И у них 2 комнаты. 2 комнаты, 2 собаки. Снупи! Одна спальня. Это Винтер. Винтер! Say hello! Снупи ревнует. Винтер. Винтер. Ай, мелкий ревнует.
Туалет с горячей водой. И вторая спальня. Они ее просто как кладовку используют. Еду к товарищу посмотреть еще одно бюджетное жилье. Тоже в районе 4000. Где-то за аэропортом. Так, где-то здесь, наверное. Hello. Hello. Так, здесь 4, раз, два, три, 4 апартаментов. А там чего за решеткой? А, это получается уже твоя территория? Да, она есть. Не, сюда как-то соседи. А, тут у тебя двери нету? Да. У тебя вот эта дверь? Да. А, нифига, и ты за шторкой тут? Ну так, что, уютненько, вот сюда бы холодильник только поставить. Ну да. И окон дофига. А раньше ты там посередине вот, жил? Да, вот в который ты шел, и я там раньше жил. Это кухня. Все то же самое было, но только просто с одним окном было очень жарко из-за этого. То есть оно одно само по себе. А было. тут сосед, конечно? Да. Тут она живет. Так, а где она спит? Ну, здесь на полу. Жесть. Почему жесть? И тубзик. Вы где-то 4000 платите на двоих, да, получается? 3,5. Ну, плюс, наверное, счета там туда-сюда. Ну да, плюс электричество, плюс... Ну, Wi-Fi у тебя есть, да? Да, причем это безлимитный и долготишный. Уже входит в стоимость. По-моему, вроде что-то за него доплачивают, но я не уверен. Она... Доплачиваешь, но не ты, да? Ну, типа, да. А это что, за гитара? Прикольно. Это моя. Ну как моя парень? Акуляля. Чак. Водичка, все дела. Он рыбку до сих пор жрет. Помнишь? Да. Живая до сих пор, не знаю, как она еще. А ты кормишь ее? Ну, да, конечно. Ну вот еще одно сверхбюджетное жилье посмотрели. Человек платит 2000, они живут вдвоем и скидываются по 2000 за жилье. Очень хорошо, что там включен интернет, то есть за интернет они ничего не платят. Там проводной хороший интернет. Найти квартиру с интернетом, особенно бюджетную, это редкость. Но можно, если искать. Район так себе. Это район аэропорта, ну прям спальный район. Вот аэропорт. Не знаю, видно, нет. Вон там аэропорт. Ну, далековато до пляжа, далековато до гор, до всего далековато. О, самолет на посадку пошел. Сибу Пацифик полетел. Из достопримечательностей расположения один из знаменитых баров недалеко от этих апартаментов. Так что здесь-то я частенько бываю. А так больше ничего достопримечательного нет. Для сравнения я покажу свое жилье. Снаружи не буду показывать, чтобы не было неожиданных поклонниц под дверью. Покажу только внутри. Вот моя комната основная. Диван уже был, столик был, вентилятор был, телевизор я покупал. Журнальный столик, обеденный стол. Здесь я работаю за нотиком. Столик тоже был. Холодильник здесь был, микроволновку я докупал. Кухня. На кухне все я покупал, тут ничего не было, кроме стола. И душевая комната.
Там спальня. Тоже кровать, все это было. Даже постельное белье. Стол. Я считаю, что мне реально с квартирой повезло, потому что она прямо возле пляжа, возле моря. Вон, я вижу пляж отсюда. Плачу за эту квартиру я где-то 10 тысяч в месяц. Хозяин просил 12, но мы сторговались до 10, если я буду платить за 6 месяцев вперед. То есть ему сразу дают 60 за 6 месяцев. Это нормальное предложение, при этом у меня включено электричество, у меня включен интернет, у меня включена вода. То есть никакие счета я не оплачиваю, кроме газового баллона. То есть газ кончается каждые 3-4 месяца, и стоит он, по-моему, 1200, вот этот баллон стоит. Ну, хватает на 4 месяца. Поэтому я считаю, что жилье мне повезло. Смотрите, как искать самое дешевое жилье. Заходим на Facebook. Заходим во вкладку Marketplace. Чтобы вкладка Marketplace вообще у вас появилась, то есть изначально ее у вас не будет, чтобы она появилась, вы должны заходить с филиппинского адреса, то есть айпишник должен быть филиппинский, и место жительства указать любой город на Филиппинах. У меня указано, что это Думагете. Я захожу с филиппинского IP-адреса, и язык интерфейса Facebook должен быть на английском. И то не сразу. Через 3-4 дня пользования Фейсбуком с такими настройками появится вкладка Marketplace. Facebook для филиппинца – это вся жизнь. Это все. Здесь совершаются все сделки, все покупки, все знакомства. Это не только общение. Здесь назначаются встречи, обсуждаются ивенты. Заходим во вкладку Marketplace. Фильтр. Указываем, где искать жилье. У меня стоит Думагете и в радиусе 10 километров от него. Применяю фильтр. Дальше нас интересует Property for Rent. Недвижимость для аренды. Вот пошли объявления за 20 тысяч дома, за 25 и так далее. Окей. Цену вбиваем до 5000. Мы же на бюджете. Какие-то объявления пошли. Смотрите, чтобы найти самое дешевое жилье, в поиске надо вбить ни квартиры, ни комнаты, ни апартаменты. Pad for rent. Pad for rent, что значит кровать для аренды, дословно переводится. Под словом pad, bachelor's pad, понимается самое дешевое жилье, самая дешевая комната, которая только может быть. Смотрите, за 4000. Вот мы эту квартиру смотрели, ездили. 3500. Прям сарай какой-то. 6000 комната. Опять за 4, это то же самое, которое мы смотрели. Вот эту за 4 мы смотрели. За 7000 вот более-менее приличная комната. Окей, что еще? Есть даже за 2500. Находите для себя пару объявлений, списываетесь с хозяевом, назначаете встречу, едете и смотрите. И не забывайте торговаться. Цена, которая здесь написана, ее можно скинуть. 10% можно скинуть. Вот апартаменты за 5000. Вполне приличные. Новенькие, только построенные. И я думаю, их можно скинуть до 4,5. То есть по приезду, в самом начале, вы снимаете какой-то отель на 2-3 дня. После того, как сняли отель на 2-3 дня, уже в маркетплейсе ищите жилье себе. Не надо заранее ничего искать. Все по месту. Вот за 6000. По своему опыту скажу, что более-менее чистенькое жилье начинается, аккуратненькое, чистенькое начинается где-то от 7-8 тысяч. То есть за 4000 будет консервативное жилье. А вот апартаменты за 8000.
Новенькие, чистенькие, аккуратненькие. Правда, мебели нет. За 3 800. А, это Кагаян де Оро уже начался. За 10 тысяч вот апартаменты. С мебелью. Вот еще за 4000. Оу, сарай. И ребенок в придачу, наверное. Комната за 3000. Ужас какой. Жилья много, надо искать. Надо искать, и можно найти хорошее жилье под себя. А что это за жирная собака здесь? Что за жирная такая собака тут охраняет? Охраняешь? Охраняй давай. Ай, ты жирная собака. Ну. Почему котов не гоняешь? Отвечай.